Через 15 секунд вы, наверное, подумаете, что это самое необычное интервью, которое мы делали на этом канале. И вот почему. Наш сегодняшний гость — Латиф Яхья. Сегодня он живет своей жизнью, но до этого у него была чрезвычайно интересная жизнь. Однажды к нему в дверь постучали, это был его одноклассник Удей. Как выяснилось, сын Саддама Хусейна. И он сказал: «Я хочу, чтобы ты стал моим двойником». Что значит двойником? То и значит двойником. Сперва Латиф отказался, а что было дальше, он расскажет сам. Об этом написана книга, которая называется «Я был двойником сына Хусейна», а также снят фильм 2011 года «Двойник дьявола». Что ж, представляю вам сегодняшнего гостя, Латифа Яхья. Латиф, огромное спасибо за то, что пришли к нам. Не за что. Латиф, я думаю, что не слукавлю, если скажу, у вас была интересная жизнь. Трудная жизнь. Я не могу сказать, что это было мне интересно. С того момента, как меня заставили принимать во всем этом участие, я не получал никакого удовольствия от своей работы. Прежде чем это произошло, давайте вернемся в прошлое. Расскажите, что вас связывало с семьей Саддама Хусейна? В результате чего появились такие связи? Мы учились с ним вместе. Несколько лет мы учились вместе в спецшколе. Это была школа для детей министров, для детей политиков. Она находилась рядом с моим домом. Вот там мы с ним впервые и познакомились. Он учился со мной в одной школе и в одном классе. И я всегда волновался из-за этого, так как мой отец всегда говорил мне держаться подальше от их семьи, от правительства. Мой отец был очень мирным человеком. Мир его праху. Я слушался отца, но проблема в том, что я стал с ним общаться. Я увлекаюсь живописью. Мне нравилось писать картины с самого детства. И когда Саддам стал президентом, поднявшись с поста вице-президента Ирака, я написал его портрет. В полный рост. Большую картину. Портрет ему очень понравился. Он хвалил меня и забрал портрет себе. С тех пор мы и стали общаться. Значит, вы встречались с Саддамом Хусейном еще до этого, благодаря его сыну? Или... Нет, это был школьный конкурс рисования. Удей увидел мою картину и забрал. Понял. А Саддам стал президентом в 1979-м. В каком году вы познакомились с его сыном в школе? Я выпустился в 1987-м. Значит, за 4,5 года до этого. Значит, Хусейн уже был президентом, уже обладал властью, имел репутацию. Если вдруг кто-то не знает, я бы хотел уточнить один момент. Ведь еще до того, как стать президентом, я сам из Ирана, поэтому мне пришлось много читать про Саддама. Я родился в 78-м. В 78-м, за 4 месяца до того, как шах Ирана ушел в изгнание в октябре 78-го. Я уже рассказал вам, как сложилась моя жизнь. Я жил в Иране до 89-го на протяжении всей войны между Ираном и Ираком. Малоприятное время. Но скажите, каким был Саддам Хусейн до того, как стал президентом и вице-президентом? Саддам Хусейн был... Он был в то время главой разведки организации Ханин. Это была силовая структура партии Баас. Саддама назначили на пост благодаря его прошлому. Он ведь был очень умным человеком. Это нельзя отрицать. Члены Баас сами выбрали его главой этой разведывательной службы, которую Саддам назвал Ханин. Этому слову очень трудно подобрать адекватный перевод. Ну так вот, он стал главой разведки партии Баас. Понял. Они начали организовывать убийства тех, кто не был их сторонниками.
Тех, кто хоть каким-то образом мог помешать партии. В итоге он стал вице-президентом. У него ведь была определенная репутация. Кто-то называл его убийцей, кто-то просто жестоким человеком, кто-то бесстрашным. Но люди боялись его задолго до того, как он ушел в политику. Вы с этим согласны? Да, я с этим согласен. Ведь он лично говорил об этом. Я делал то, я делал это. Он всегда твердил: это кресло мне тяжело досталось. Ради власти нам приходилось принимать трудные решения в отношении наших коллег и братьев. Понял. Итак, давайте вернемся к моменту, когда вы учитесь. Итак, вы написали портрет, сын видит его, он ему понравился. Скажите, на тот момент вы были закадычными друзьями или просто одноклассниками? Одноклассниками. Мне он не понравился с самого первого дня, как я увидел его. Во-первых, он ездил на собственном Порше. Ты тинейджер, и у тебя свой Порше, желтого цвета, очень вульгарного, ненормального. Как я уже сказал, моим хобби является живопись, но я также играл в баскетбол. И он постоянно приезжал на баскетбол на этом Порше и не давал никому играть. Цеплялся ко всем. А в то время, ведь речь идет о 70-х. В 70-х, начале 80-х. Все носили объемные прически в духе афро. У него была похожая прическа. С ним всегда ходили 2-3 телохранителя. Он был высокого роста, поэтому в классе сидел на задних партах. И телохранители сидели по левую и правую руку от него, а также сзади, прямо во время уроков. Учителей он не слушал. Во время уроков был очень невнимателен. Но я не стану отрицать, что он был очень умный. Значит, он был умным, как и его отец. Да, очень. Очень умным, но в зловещем смысле. В зловещем смысле? Да, и ему не нравилось, когда рядом с ним кто-то выше или умнее его. Когда кто-то хорошо отвечал на вопрос учителя, он очень обижался, потому что считал себя лучше других, считал, что у него больше власти. Внутри у него было столько зависти к собственному отцу. Лишь позже, когда мы познакомились, я понял, почему он так страдал из-за этого. В старших классах у него уже была репутация безжалостного человека. Или еще нет? Поначалу он был очень скромным, если говорить откровенно, очень скромным. Но со второго года обучения в нем начали проявляться все эти дурные качества. Вы же тоже с Ближнего Востока, и знаете, что мальчики и девочки учатся в разных школах, вплоть до университета. Но он приводил в школу свою подружку. Рядом находилась школа для девочек, где он нашел себе подругу. И он стал приходить с ней на уроки. А когда один учитель сделал ему замечание, ты же знаешь, что так нельзя, пожалуйста, проводи эту девочку к выходу. В общем, после этого учителя никто больше не видел. Я не знаю, что с ним произошло. То есть после того, как учитель сделал ему замечание, учителя больше никто не видел? Да, больше его не видели. Никто не знает, куда он делся. Понял. Была ошибкой указывать ему, что нельзя приводить подружек. А что еще рассказывали об Удее? Может, он дрался с кем-то? Или были слухи, что он кого-то убил? Слышали или видели ли вы что-то подобное в старших классах? Нет. Убийства точно нет. Драки, ну да, можно сказать. Он постоянно цеплялся к другим. Но надо понимать, что он всегда ходил с пистолетом. У него был небольшой магнум, который он носил с собой. Даже в школу. Хотя сами понимаете, что в школу нельзя ходить с оружием.
Но, тем не менее, он всегда таскал пистолет в кармане или в ножной кобуре. Иногда он баловался с ним, крутил его на пальце. Многие люди из нашей спецшколы хотели сблизиться с ним, потому что он обладал властью. А мы, люди с Ближнего Востока, любим власть. В то время моя семья, а мы были богаты. Нас знали в Багдаде. У меня, например, в то время тоже была машина. Конечно, это была не Порше, разумеется, не Порше. Но тем не менее, собственная машина. Правда, в том возрасте я еще не мог получить права и водить машину. Но, сами понимаете, это частая причуда восточных бизнесменов. Мой сын еще несовершеннолетний, но уже водит машину. Моей первой машиной была «Лада». Правда? Да, правда. «Лада» была моей первой машиной. В 70-х «Ладу» очень любили в Ираке. С конкретно этой машиной связана одна история. В 79-м иракская сборная по футболу выиграла в каком-то чемпионате. И президент Ахмед Хасан Аль-Бакр решил сделать подарок футболистам и импортировал из России, а точнее из СССР, партию автомобилей «Лада». И когда они поступили в продажу, отец сразу же купил мне машину на день рождения. Тогда «Лада» казалась чем-то классным. Ну так вот, мы вскоре закончили школу. У меня были хорошие оценки и диплом. И тогда я мечтал, да и сейчас мечтаю, уже в этом возрасте. Я мечтаю стать инженером. Я хочу быть гражданским инженером, проектировать дома. Даже сейчас. Несмотря на то, что у меня нет высшего инженерного образования, я люблю проектировать. Я сам рисовал проекты своих домов в Европе, делал их такими, как мне хотелось. И когда я пошел в университет, я увидел, что Удэй тоже подал заявку на поступление. Я сказал себе, не хочу я провести с ним еще 4 года. В итоге я поступил в юридический, хотя это совершенно не вязалось с моим школьным дипломом и оценками. Я мог бы учиться на врача или на инженера, но я начал изучать закон. Тогда это считалось престижным. Я закончил университет, а в то время, как вы знаете, шла война между Ираном и Ираком. Требовались солдаты, офицеры. По закону Ирака после окончания школы или университета, и если ты вообще не учишься, ты обязан отслужить в армии. В то время, если у тебя было высшее образование, тебя призывали в звании офицера. В другом случае в качестве рядового. В то время я был здоров, высок, мускулист, поэтому меня призвали в спецотряд «Командес». 6 месяцев я провел в учебке, откуда меня послали на войну. Мы воевали с иранцами. Это позор. Два народа воюют друг с другом без причины, даже спустя столько времени. Прошло уже 30 лет, а я до сих пор не понимаю, в чем суть конфликта. Я не понимаю, что произошло между двумя странами. Ведь во времена Шаха наши отношения были другими. Конечно. До конфликта мой отец часто ездил в Иран на праздники и рассказывал, что столица была как Париж, только ближневосточный, и что там было очень здорово. Но политика изменилась, многое изменилось. Пришел Хамейни, и мы стали ненавидеть друг друга. Началась война, а войны — это совсем не весело. Война не приносит удовольствия. Чем бы ты на ней ни занимался, она никому не нравится. Я лично это видел. Моих солдат убивали. Я сам был ранен несколько раз. Я видел убитых иранцев и иракцев.
И все это время я задавал себе вопрос, почему мы здесь? Меня всегда интересовала политика, а мой отец ненавидел ее. Он запрещал нам разговаривать о политике. Он всегда говорил: молчите, молчите, в Ираке даже у стен есть уши. В этом и заключалась моя проблема. Отец постоянно твердил мне: ты меня не слушаешь, у тебя не голова, а пустое место. Взбрело что-нибудь в голову, и ты так и делаешь. Например, однажды я сидел в бункере. Иногда по ночам бывали моменты, когда на протяжении 2-3 часов не было слышно выстрелов или взрывов. Я и еще 3 солдат сидели в бункере при свече. И я задал им вопрос: зачем мы здесь? Задал вопрос громко, и это их ужаснуло. Потому что в то время иракцы были более похожи друг на друга. Формой лица. Как будто мы с ними были из одной семьи. Особенно с людьми из Тикрита или Аль-Оджи. Лица были похожи, густые усы и все такое. И когда я сказал им: мы же братья, не смотрите на мои погоны, на то, что я офицер. Я спрашиваю вас как человек, как иракец. Зачем мы здесь? Почему Удей и Кусей, второй сын Саддама, не воюют рядом с нами? Солдаты были испуганы и не знали, что отвечать, потому что они думали, что я заодно с начальниками. И что мои вопросы — это провокация. Ну так вот, однажды мне позвонил мой генерал, мы тогда были на передовой. Нас и иранцев разделяло расстояние не больше, чем в 600 метров. Он позвонил мне по радиосвязи. Я ответил: «Сэр генерал, слушаю вас». Он приказал: «Тебя вызывают. Ничего не бери с собой, мы тебя заберем». В тот момент мы были окружены водой. К нам послали небольшую лодку, и меня забрали на ней. Генерал спросил меня: «Латиф, что ты натворил?» Я говорю: «Я ничего не делал, сэр». «Ты посмотри, откуда пришло письмо. Из дворца». Я говорю: «Из какого дворца?» Он говорит: «Ты что, много дворцов знаешь? Из самого большого». Я взял и прочитал письмо. Если в 2 словах, то там было сказано: «Латиф, вы обязаны явиться по такому-то адресу в течение 72 часов». На следующий день я сел в свою машину и поехал туда. Там было что-то вроде стойки ресепшена. Я передал письмо, мне сказали подождать. Через 10-15 минут за мной пришел человек. Меня посадили в автомобиль с тонированными изнутри окнами. Я ничего не видел, а машина постоянно кружила, налево, направо, разворачивалась. Я не знал, куда мы едем. В итоге мы приехали ко дворцу. Его вход был оформлен в виде орла. Я прошел внутрь. Ко мне подошел человек и попросил подождать. Хорошо. Открылась одна из дверей, и ко мне вышел Удей. «Привет, друг мой. Как твои дела? К вам вышел сам Удей, сын Саддама?» «Да». Я посмотрел на него и ответил: «Все в порядке». Он сказал: «Ты молодец, делаешь хорошее дело. Я гляжу, у тебя есть медали. Ты хороший боец, мы читаем отчеты о твоих действиях. Молодчина. Давай присядем». Он угостил меня сигарой. Потом принесли апельсиновый сок, на столе появились фрукты. Он затянул. Да, сколько лет прошло, я не буду вдаваться в детали. В конце концов, он предложил: «Как ты смотришь на то, чтобы стать сыном Саддама?» Я улыбнулся и сказал: «Мы и так все дети Саддама. Ну, понимаете, все мы дети Саддама». Он говорит: «Нет, я хочу, чтобы ты и вправду стал его сыном. Я хочу, чтобы ты стал моим фидаем». Фидай — это тот, кто жертвует собой ради кого-то еще. Я пытался сделать вид, что
Не понимаю, о чем он говорит. Что ты имеешь в виду? Стать телохранителем, секьюрити? Нет, я хочу, чтобы ты стал мной. Они начали объяснять мне свой план. И все это время у меня перед глазами проплывали лица отца, мамы, сестер, братьев. Я видел Багдад, Ирак. Я все это вспоминал. Он продолжал. Разведка доложила, что ты очень похож на меня. Он все говорил и говорил. В итоге я спросил, у меня есть выбор? Он ответил, конечно, есть. У нас свободная страна, поэтому выбирать тебе. Я говорю, скажи, что произойдет, если я соглашусь, и что, если откажусь. Если согласишься, ты станешь мной. У тебя будет моя власть. Все будет принадлежать тебе. А если откажешься, я пожму тебе руку, и ты вернешься в армию и продолжишь служить. Я ответил, отлично. Удей, послушай, мы друзья. Ты знаешь, что я служу в армии. Неизвестно, сколько еще будет продолжаться служба. Но после нее я планирую заняться своим бизнесом или работать вместе с отцом. Но прежде чем я закончил, я увидел, что в его глазах вспыхнул огонь. Он спросил, «Это означает, что ты отказываешься?» Я ответил, «Ты дал мне выбор, и я его сделал». Он вдруг выбил у меня из руки стакан с соком. Кто-то подошел ко мне сзади и сорвал погоны. На голову надели повязку, а потом затолкали в машину. Даже не в саму машину, а в багажник. Какое-то время мы ехали. Потом меня вытащили. Голову не поднимай. Передо мной открыли дверь и затолкнули в какое-то помещение. Толкнули меня прямо в стену. Повязку сняли, и я увидел, что все вокруг красное. Освещение, стены, пол, дверь. Все было красного цвета, окон не было. Понять, какое сейчас время суток, было невозможно. И меня закрыли там, в помещении размером метр на метр. Нельзя было даже сесть. Было очень некомфортно. Туалета не было, просто дырка в полу. И все. Не знаю, сколько времени я там провел. Думаю, 6-7 дней. Но это не точно. Потому что они сбивали меня с толку. Например, утром давали ужин, а на ужин завтрак. Понял. Чтобы ты не понял, где ты, какое сейчас время суток, день или ночь. Плюс постоянный запах. Уже позже, спустя много времени, я узнал, что это психологические тактики. Психологические тактики, которым русская, точнее советская разведка обучала иракскую разведку. И вот, спустя 6-7 дней, дверь открывается. На пороге стоит Удей. И еще один парень, который уже сейчас живет в Иордании. Меня спросили, ну что, ты не изменил своего решения? Или хочешь, чтобы мы привезли сюда твоих сестер? Вы понимаете, что они имели в виду. Я сказал, нет, не надо, я сделаю все, что вы пожелаете. Не трогайте мою семью. Он ответил, хорошо. А я все 7 дней был в одной и той же одежде, которая стала грязной. Мне сказали, выходи. И я вышел. Мне не завязывали глаза, ничего со мной не делали. Я оглянулся и понял, что все еще во дворце. Во дворце у них есть тюремные камеры для людей, которых особенно ненавидят. Ну так вот, меня отвели к машине. Мы сели в машину,
и ехали около 10 минут. Мы прибыли на локацию, которая называлась Проект 7. Именно здесь моя жизнь полностью изменилась. Изменилась в плохом смысле слова. В очень плохом смысле. Но будь на моем месте кто-то другой, не из богатой семьи, он бы с радостью согласился и стал бы его рабом без всяких колебаний. Но я не раб. Я был рожден свободным. Иногда я даже не слушаюсь своего отца. Я такой. Он сказал: «Смотри, все эти люди вокруг теперь принадлежат тебе. Они будут ухаживать за тобой, исполнять твои пожелания. А пока сходи в душ». Меня отвели в роскошную душевую во дворце. Там все было чисто, красиво, стоял дорогой парфюм. Я принял душ, меня проводили в мою комнату с роскошным интерьером и огромной кроватью. И меня оставили там на несколько дней. Меня кормили дорогой едой, поили дорогими напитками. В то время я не пил алкоголь, да и курил я тогда не так сильно, как сейчас. Примерно через неделю ко мне пришли какие-то люди. Я не знал, кто они, но они были похожи на иракцев. Они сказали: «Латиф, пожалуйста, разденьтесь». «Зачем, сэр?» «Разденьтесь, пожалуйста». Начали все измерять и осматривать. Мой вес, мой рост, мои зубы, цвет кожи. Проверили все и записали. Удэй был выше меня. Выше на 3 сантиметра. Даже на 3,5. Рост Удэя 2 метра, он очень высокий. Да, очень. Стало быть, у вас тоже высокий рост? Что? У вас тоже высокий рост? Да, я высокий. Но не так высок, как Удэй. У нас примерно вот такая разница. Так вот, они все проверили. Даже голос. Мой голос оказался очень похож на его. Даже доктор удивлялся этому. И я всего на 4 дня старше Удея. Я родился 14 июня 64-го, а он 18 июня 64-го. Такого нарочно не придумаешь. Погодите, погодите, у вас с ним разница в 4 дня? Да. Я старше его на 4 дня. Они проверили все, что можно. Через несколько дней они решили проблему с ростом. Дали мне туфли на толстой подошве. Также ко мне приставили генерала. Он находился со мной круглосуточно. Уходил только перед тем, как я ложился спать. Он натаскивал меня, показывал видеоролики, то, сё. Но настоящая подготовка к тому моменту еще не началась. Вскоре мне заменили зубы. Вставили новые передние зубы. Потому что у Удея они выдавались чуть вперед. Поэтому мне сделали точно такие же. Также сделали щель между зубов. Также мне изменили подбородок. Сейчас у меня борода, поэтому ничего не видно. Но они сделали мне ямочку. Просверлили ее. Когда я переехал на Запад, я исправил все эти операции. После этого мне дали небольшую передышку, после которой начались настоящие страдания. Я не был готов ни к чему подобному. Будучи ребенком, я был очень мягким. Даже когда я был в армии, в отряде «Командос», я был очень мягким. Ну так вот, в первые несколько недель тренировки мне показывали видеоролики. Какие видеоролики? На них были записаны движения Удея, то, как он курит, ходит, разговаривает, его жесты руками, мимика.
Как он встает и садится на стул, как сидит на стуле. Затем началась трудная часть. Мне стали показывать видеозаписи пыток. Я слышал об этом, но никогда не видел. Первые полчаса мне было очень плохо. Меня тошнило. Я едва мог это выдержать. Каждый раз, когда меня рвало, мою голову поднимали и говорили: «Смотри». Я смотрел, смотрел, смотрел и смотрел. День за днем, день за днем, день за днем. Неделю за неделей. В итоге я стал воспринимать все спокойно. Опять же, это методы разведки. Этот этап закончился, но худшее было впереди. Меня тошнило от записей пыток, показанных мне на видео. А теперь представьте, мне стали показывать их по-настоящему. Меня отводили в какое-то место, в особую тюрьму, и показывали, как пытают людей. Мне показывали все. Иголки под ногти, вырывание зубов, пытки оголенными проводами, все. Когда я спросил генерала, приставленного ко мне, зачем мне все это нужно показывать, мне сказали, чтобы убить твое сердце, чтобы ты не чувствовал жалости ни к кому, чтобы ты стал частью партии Баас. В ином случае ты просто не выживешь в Ираке. Не выживешь, работая на правительство. А тебе ведь предстоит представлять сына Саддама. Без всего этого ты не справишься. Этот этап завершился. И я понял, что моя личность начала меняться. Но глубоко внутри я понимал, что я Латиф Яхья, а не Удей Саддам. Интересно. Итак, ваш разум обработали, убили, как они сказали, сердце. Заставили вас считать, что все это в порядке вещей, что это пойдет вам на пользу, что вы просто стали хладнокровнее, что таким образом вы станете лучше понимать, что значит жить жизнью Удея. Верно. Что было дальше? В какой момент вы, наконец, начали общаться с самим Удеем? И когда вы стали встречаться с Саддамом Хусейном? Ведь Хусейна старались уберечь от появления в опасных местах, поэтому вместо него на публике чаще появлялись вы. Расскажите о подобных случаях. В промежутках между тренировками я периодически встречался с Удеем. Изредка он приходил ко мне, чтобы оценить прогресс и все такое. Он часто смеялся, сильно смеялся. Не знаю почему, но он смеялся. После того, как все закончилось, мне сказали: «Сходи, прими душ». Затем пришел доктор, еще раз обследовал меня, проверил мой рост, мои руки. Мои руки протерли каким-то раствором. Затем мне дали новый костюм, новые туфли, носки. Все было новым. И я спросил: «В чем дело?» «Не спрашивай, сам увидишь». Спустя час приехала машина. Мы поехали. Еще одна машина ехала впереди, а другая сзади. В тот день я впервые встретился с президентом. Как он вел себя в тот момент? Как он с вами общался? Он сидел за столом и что-то писал. Потом поднял голову и улыбнулся мне. Он поприветствовал меня, пожал мне руку, предложил сесть на стул. Я сел. Он был очень вежлив. Он был не таким, как о нем рассказывают. Он даже пошутил. «Господь дал мне 2 сыновей, а ты 3. Сказал, если тебе что-то нужно, проси. Проси о чем угодно. Но старайся не злить меня». Больше он ничего не сказал. Я ответил: «Конечно, сэр, я не буду вас злить».
Надо отметить, что я ему понравился. Я ему очень понравился. Он никогда не причинял мне вреда. Всегда называл меня сыном, и он правда в это верил. Он часто клал мне руку на плечо и спрашивал, все ли в порядке, не обижают ли меня. Я отвечал, все хорошо, все в порядке. Понял. На тот момент вы не поддерживали связь со своей семьей? Ваша семья была в курсе происходящего? Моей семье сказали, Латиф погиб на войне. Мы не можем получить тело, так как он на занятой иранцами территории. Семья провела мои похороны. Никто не знал, где я на самом деле нахожусь. Вот и все. У меня по-прежнему сохранена картинка, где перечислены люди, погибшие на войне. И мое имя среди них. У меня есть видеозапись моих похорон. У вас есть запись ваших похорон? Да, верно. Да, и фотографии, которые сделали мои родные на похоронах. Сколько прошло времени с того момента и до того, как они узнали, что вы живы? Менее 2 лет. Менее 2 лет, понял. Итак, вы вхожи в семью. Саддам называет вас сыном. Было 2 сыновей, а теперь 3. Если тебя кто-то обидит, сразу говори мне. Но главное, не зли меня. Он вам все это говорит. В какой момент вы стали видеть, как живет и как ведет себя Удэй? Думаю, уже во 2-ю неделю моего нахождения во дворце. Он приводил с собой девочек. Если тебе какая-то нравится, выбирай. Бери ее. Понимаете? Я говорил, спасибо, но я здесь не для этого. После того, как мои тренировки закончились, он стал навещать меня чаще. Когда я не требовался ему как двойник, он стал настаивать, чтобы я просто ходил с ним на вечеринки. Сбрей бороду. Сбрей бороду, а усы подстриги. Я одевался в обычную одежду, носил при этом пистолет и шел позади него, ездил с ним в его машине. Что касается вечеринок, я не думаю, что хоть один король, принц или плейбой мира закатывает такие вечеринки. Что вы имеете в виду? Расскажите чуть поподробнее. Одна из вечеринок был его день рождения. Пришло много его близких друзей. Честно говоря, не думаю, что у него были настоящие друзья. Я называл их временными друзьями. Извините за такой термин, но так оно и было. Я называл их временными друзьями. Они приводили девушек, были готовы на что угодно, лишь бы стать ближе к Удею. Так вот, была вечеринка в честь его дня рождения. Там было около 50 девушек и 20 так называемых друзей. Я сидел в углу и курил сигару. Пробила полночь. Удей взял автомат и начал стрелять в воздух. Он при этом был абсолютно пьян. После этого все стали раздеваться. Все остались без одежды. Все сняли с себя одежду. Все, и мужчины, и женщины. В помещении не осталось ни одного одетого человека. Это была одна из таких безумных вечеринок. Даже сейчас мне с трудом верится, что я присутствовал при этом. Значит, все разделись? Да. И что потом? Понял. Таким образом он намекнул. Понимаю. Я думал, вы скажете, что он взял автомат и как-то навредил девушкам, потому что я многие годы читал о нем и о его семье. И из прочитанного складывается впечатление, что он был психопатом?
Да, что он был большим психопатом, чем его отец. Гораздо более жестоким, и что он поднял планку жестокости до новых высот. Это близко к истине? Или же его отец превосходил его в этом? Нет. Он превзошел отца. Намного. Его отец, несмотря на все, что он делал, у него была жизненная стратегия. Он делал все это ради политической карьеры. Для чего-то, что он хотел реализовать в Ираке. Но Удей делал это просто так. У него не было ни одной причины, он был маньяк. В одну секунду он мог улыбаться и смеяться, а спустя всего минуту сидеть в углу и рыдать. Вот такой он был личностью. Он не знал, что ему нужно. Он не понимал, зачем он все это делает. Два раза, будучи пьяным, он признавался мне: «Мой отец меня не любит. Он любит Кусея больше, чем меня. Вот почему он не дает мне больше власти». А Кусея он назначил главой своей службы безопасности. Я хотел ответить ему что-то, но понял, что если скажу, то могу распрощаться со своей головой. Кусей был более сдержанным. Он был тише, скромнее, но он унаследовал аналитический ум своего отца. Так о нем пишут. И он не любил появляться на публике. Также, насколько я знаю, в 1984-м его назначили начальником секретной службы, а Удея назначили председателем Иракского олимпийского комитета. Хотя Удею хотелось быть начальником секретной службы. Кусей, второй сын, был ближе к отцу, поэтому тот больше ему доверял. Во-первых, он не был похож на Удея. Он был женат, несмотря на то, что был младшим сыном. Он был очень-очень умным. Честно говоря, он мне нравился. Очень интеллигентный. Он относился к окружающим как к друзьям и братьям. Он не был к ним жесток, в отличие от Удея. Удей не делал исключений ни для кого, даже для самых близких из его окружения. Он мог приказать подчиненным: возьмите и побрейте ему голову и брови, а затем отправьте его в тюрьму, где пытают людей. Пусть посидит там дней 10. Он находил это забавным, так он шутил. Но Кусей не был таким. Он мог дать человеку шанс, второй. Он бы говорил с тобой по-человечески. Он часто говорил: не относись ко мне как к сыну Саддама. Относись как к брату, как к другу. Почему ты себя так ведешь? Но и Саддам, и Кусей были гораздо более строги по отношению к своей семье. Приведу пример. Если какой-нибудь житель Ирака сделал что-то неправильное, он мог просить о помиловании. И людей в то время часто миловали. Но если этот человек принадлежал к семье Саддама, кузен, кузина или дальний родственник из Тикрита, его судили бы в 10 раз суровее, чем обычного иракца. Саддам и Кусей говорили в таких случаях: когда ты ведешь себя таким образом, ты очерняешь мое имя. А Саддам был очень щепетилен в этом вопросе. Однажды, кажется, он был капитаном. Да, в звании капитана. Однажды этого капитана посадили в пыточную камеру. Капитана охраны Саддама. Он был из Тикрита. За то, что он что-то натворил на улице. То ли проехал на красный свет, то ли врезался в светофор. И его отправили наблюдать пытки. Туда же, куда и в свое время меня на целый месяц, и при этом он капитан из ближнего круга Саддама. Из-за того, что он проехал на красный? Да. Потому что он неправильно поступил и тем самым опозорил имя Саддама. Люди знают, что ты мой телохранитель. Если ты так поступаешь, то как простые люди будут уважать закон? Кажется, будто отец и сын всегда воевали друг с другом.
Саддам и Удей. Кажется, однажды Удей случайно встретил своего дядю, брата Саддама. Верно? Да, верно. Расскажите об этом случае. Это было после меня. А, после вас. Да. Но мне об этом рассказал один человек из их круга. Но я расскажу вам о Камеле Хана. Он пробовал еду, прежде чем ее давали Саддаму. Саддам тоже называл его сыном. Камель был христианином. Но он и его семья работали на семью Саддама еще с тех пор, как Саддам был ребенком. Я помню, что был праздник, и Мубарак, бывший президент Египта, приехал в Ирак. И Камель организовал вечеринку в честь того, что они приехали в Ирак. Я думаю, по приказу Саддама он попросил его организовать вечеринку. Ее было решено провести на территории дворца, в месте, которое называется, не знаю, пространство. Я не знаю, как точно перевести это определение на английский. А мы жили в соседнем здании. И вот помню, я сижу на кресле, а Удей наворачивает круги по комнате, потому что Камель пригласил на вечеринку всех, кроме Удея. На тот момент прошло уже пару месяцев с тех пор, как Саддам втайне женился во второй раз. Об этом я и рассказал, когда стал свободен. Эту женщину звали Самира. Их познакомил Камель Хана. Удей ненавидел Камеля из-за этого. Как ты посмел найти ему женщину, когда есть моя мать? С тех пор между ними началась вражда. Но Удей ничего не мог сделать Камелю, потому что знал, насколько они с Саддамом близки. Поэтому Камель был для него неприкосновенным. Ну так вот, Удей налил себе алкоголя, а вскоре услышал шум вечеринки из соседнего здания, музыку, пение певца, и он сказал одному из приближенных: «Иди и передай Камелю, наверное, он напился, чтобы прекратил стрелять». А вы знаете, как это происходит на Ближнем Востоке. Стрельба из автомата в воздух иногда заменяет салют. Иди скажи этому идиоту, чтобы перестал стрелять. Человек пошел и передал послание Камелю, который и правда стрелял из автомата. Камель попросил передать Удею: «Я не буду выполнять твои приказы, я выполняю только приказы Саддама». И вот я сижу на диване, закинув ногу на ногу. Еще один парень рядом со мной что-то пьет. А у Удея была такая трость, длинная. Если потянуть за набалдашник, то оказывалось, что внутри скрыт меч. Вытягиваешь, а внутри меч. Он вышел из помещения. Мы за ним. «Ты куда?» «Никто не смеет со мной так говорить». Мы зашли в другое здание. Он подошел к Камелю Хана и ударил его набалдашником по голове. Несколько раз. Каждый раз на голове появлялось все больше крови. Затем вытащил меч и перерезал ему горло. Забрал его автомат и начал стрелять по сторонам. Все вокруг были в ужасе. Мубарака с женой сразу же вывели, посадили в машину и увезли. Тотчас же доложили во дворец, что Камель Хана был убит. Я помню, как президент подъехал к зданию прямо через сад. Удей убежал в наше здание, закрылся в ванной и начал кричать. Мы пытались открыть дверь, просили его открыть нам дверь. Но тщетно. Он продолжал кричать. Кричал до тех пор, пока не посадил голос. Мы продолжали звать его, но
Он не отвечал. В итоге мы выломали дверь. Он лежал на полу, проглотив до этого большую горсть таблеток. Не знаю каких. Но он проглотил их много. Он хотел убить себя. Его сразу же посадили в машину и повезли в больницу. Была больница, принадлежавшая Саддаму. Она называлась Авенсина. В госпитале провели все необходимые процедуры. Все это время мы находились рядом с ним. Вскоре прибыл президент, но он смотрел на всех нас как на грязь. Почему мы его не остановили и все такое? Затем он взял за грудки Удея, который лежал на койке, начал трясти его, бить по щекам. «Тебе лучше сдохнуть, ты позоришь меня, позоришь семью. Я посажу тебя в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Я мог бы повесить тебя, но пусть твою судьбу решит правосудие». И в итоге Саддам приказал, а судьи в Ираке — это одни из самых могущественных людей. И Саддам сказал судье: «Не смотрите, что это мой сын, судите его как обычного человека за убийство». Но хотите верьте, хотите нет. Да, принято говорить, что Саддам диктатор и все такое. Но судья приговорил Удея к смертной казни. Мать Удея связалась с королем Иордании Хусейном ибн Талалом с просьбой вмешаться. Ого. Удея отправили в очень-очень страшную тюрьму. В очень страшную. Я сейчас на полном серьезе. Его камера запиралась на 3 двери. 3 двери. И Саддам приказал, чтобы Удею не давали ничего, кроме хлеба и воды. И больше ничего. Хлеб и воду. Если я услышу, что к нему кто-то относится как к сыну Саддама, я посажу его вместе с ним. Я помню, что он приставил к камере 3 офицеров службы безопасности. Те наблюдали, чтобы никто не нарушил указа Саддама. Но вскоре в Багдад прибыл самолет с королем Иордании на борту. Саддам поехал в аэропорт и встретил его. Король вмешался в дело с просьбой амнистировать Удея по обычаям арабских стран и Ближнего Востока. Когда человек лично приходит к тебе с просьбой о прощении или чего-то подобного, ему нельзя отказывать. Кроме того, Иордания дружила с Ираком, поэтому король не мог вернуться, не добившись своего. Саддам согласился. Хорошо, я выполню вашу просьбу, но он опозорил меня. Я не хочу больше видеть его в Ираке. Пусть его выгонят из Ирака без возможности возвращения. На этом они и сошлись. Он приказал посадить всех временных друзей Удея. Меня перевезли в здание Проект 7. Запретили куда-либо выходить. От Удея ничего не было слышно в течение 2 месяцев. После того, как его отправили в изгнание в Швейцарию. Но в Швейцарии он убил кого-то еще. Но из-за того, что у него была дипломатическая неприкосновенность, его не могли арестовать, поэтому его депортировали обратно в Ирак. И все вернулось на круги своя. Он вернулся и стал жить как прежде? Ну, не совсем как прежде. Честно говоря, он стал еще невыносимей.
Что? Стал невыносимей, когда вернулся? Да, гораздо хуже. Стал гораздо хуже, чем до этого. Думаете, он не выносил, что ему приходится унижаться перед отцом? Да. Он... Когда он напивался, он любил говорить: когда мой отец умрет, а я стану президентом, когда я стану им, каждый житель Ирака будет жалеть о его смерти. Представьте, какие у него были планы. Как считаете, он испытывал ненависть по отношению к отцу? Он его ненавидел? Или все не так просто? И любил, и ненавидел. Понял. А он хотел сменить отца на посту президента? У него были такие стремления? Да. Да. Я могу сказать на 100%, эта мысль постоянно сидела у него в голове. Он об этом думал, как и Кусей. Они с ним часто спорили на эту тему. При этом их очень редко можно было увидеть вместе. Очень редко, так как они постоянно спорили. И Кусей, несмотря на разницу в возрасте, говорил ему: «Хорошо, хочешь стать президентом после нашего отца? Храни его Аллах. Но с твоим поведением тебе не видать президентского кресла». Это было постоянным предметом их споров. Кусей говорил это Удею или наоборот? Да, Кусей говорил Удею. Понял. Очень интересно. Да, я читал об этом. Скажите, в какой момент вы решили, что вам нужно выбираться оттуда? Что с вас хватит? Ведь вы говорили, что ваша семья 2 года считала, что вы погибли, а спустя 2 года выяснила, что вы живы. Когда вы приняли решение? Когда я попытался покончить с собой. Из-за чего? Что привело вас к этому? Однажды я находился на верхнем этаже Олимпийского комитета Ирака, а незадолго до этого Удей изнасиловал одну девушку. Ее отец был очень известным в Багдаде человеком, и он пришел поговорить с Удеем. Он сказал ему: «Ты изнасиловал мою дочь». Ну и все в таком духе. Удей сидел за своим столом и вдруг начал кричать на него: «Чего ты хочешь? Твоя дочь шлюха». Орал и орал на него. Отец не выдержал того, что кто-то называет его дочь шлюхой. В итоге он то ли плюнул в него, то ли оскорбил Удея. Я не помню точно. Я сидел в левом углу комнаты. Передо мной на столе стояла тарелка с фруктами. Удей швырнул мне пистолет и сказал: «Застрели его». Я взял пистолет и положил его на соседний стул. Он повторил: «Застрели его». Я ответил: «Нет, не буду. Хочешь застрелить его, стреляй сам». «Я не буду. Я приказываю тебе, застрели его». Я сказал: «Хорошо». Затем взял нож и стал резать себе запястье. Можете увидеть шрамы. И на этой руке кровь была повсюду. Ты с ума сошел, врача? Меня отвезли в больницу. Наложили швы и все такое. Он все повторял: «Ты с ума сошел». Ну так вот. Короче говоря, когда я в очередной раз встретился с президентом, я сказал ему, что больше не хочу работать с его сыном. В ответ он подарил мне Mercedes SL300 с нулевым пробегом. Но до этого меня пытали. А потом привезли в дом моей семьи, где меня никто не мог узнать. Потому что до этого мне сбрили брови, усы и обрили голову. Вы знаете, на Ближнем Востоке это считается унизительным.
Вся моя спина была покрыта рубцами. Сплошное кровавое месиво. Все мое тело ныло, потому что меня швырнули на порог моего дома, как мешок с картошкой. Моя сестра не могла меня узнать. Узнала только лишь по голосу. Лысая голова, нет бровей. Я был похож на вареное яйцо. Меня провели в дом. Ты же погиб. Мы тебя похоронили. Что произошло? Я все им рассказал. У друга моего отца была частная клиника в хорошем районе. Меня положили в больницу, где выяснилось, что в моей крови был яд. Мне пришлось сделать переливание крови. Яд появился из крови, из-за пыток и того, где меня содержали. Это было что-то вроде колодца, где было полно нечистот, мертвых животных, кошек, крыс. В итоге инфекция проникла через открытые раны. И произошло заражение крови. В больнице, куда меня привез отец, я провел около 40 дней. Я думал, что это все, что мне теперь конец, что от меня теперь не отстанут. Но меня многому научили в разведке, поэтому я решил использовать эти знания против них. Не будь дураком, не убивай себя, подумай о том, чему они тебя учили. Я же знал, как работает вся эта система изнутри. В один из дней, когда я уже находился вне больницы, мои брови и волосы начали понемногу отрастать. Удэй послал за мной человека, а вскоре позвонил сам. Оказалось, что он проводит вечеринку в отеле «Мансур», и что там необходимо присутствовать всем приближенным. До этого у меня был автомобиль. Я всегда был поклонником машин. Даже в этом возрасте я нередко покупаю необычные машины. Так вот, у меня был Кадиллак, как у президента Ахмеда Хасана Аль-Бакра. Длинный черный лимузин. Я купил его именно из-за того, что такой же был у президента. Со временем я думал продать его. Машину захотел купить один из дружков Удея. Но я ответил нет. За ту сумму, что ты предлагаешь, я тебе его не отдам. Он ответил, ну что ж, увидишь, что тогда будет. Короче говоря, он пожаловался Удею. Латиф сказал, что не будет продавать машину твоим друзьям. И когда Удей увидел меня в отеле «Мансур», он сказал, чтобы я шел за ним. Кричал при этом. Я взял девушку, которая была со мной. Мы повернули за угол, спустились вниз, и не успели мы закрыть за собой дверь, как Удей начал стрелять в нашу сторону. И попал мне в плечо. Я выбежал, сел в свою машину и гнал до самого Мосула. Понял. Ехал от отеля до Мосула. И за мной гнались его люди. Но, так как я хороший водитель, да и Мерседес был мощный, плюс перед каждым блокпостом я включал мигалку на автомобиле, и меня пропускали без остановки, так я добрался до Мосула, откуда контрабандисты перевезли меня в Курдистан. И там началась другая часть моей жизни. Новая глава.
На этом все? Именно тогда все закончилось? Да, в ноябре 1991-го, ноябрь 91-го. Затем начались попытки убийства. Кажется, вас трижды пытались убить в Вене, один раз в Лондоне и один раз в Норвегии. Или я что-то упустил? Все верно. То есть они вас преследовали, куда бы вы ни поехали? Да. Под «они» мы подразумеваем Удея или Удея, Кусея и Саддама? Точно не Саддам, 100%. И могу теперь сказать почему. И определенно не Кусей, потому что я с ним после этого общался. За этим стоял Удей. Понял, значит, вы уверены, что это были люди Удея, не Саддама и не Кусея? Да, понял. Итак, вы уехали и начали новую жизнь. Вы продолжали следить за происходящим? У вас были планы как-нибудь отплатить Удею за совершенное? Итак, давайте вернемся на 30 с лишним лет назад. Первое. Мне бы не дали написать книгу. Второе. Я мог бы просто исчезнуть. Третье. Меня бы не освещали в СМИ. Четвертое. Мне бы не разрешили рассказывать о моей истории. Да, я мог бы просто жить обычной жизнью. С паспортом, со своей семьей. Но как только я написал книгу, и обо мне заговорили в СМИ, моя жизнь вновь пошла под откос. Даже по сей день, когда я говорю с вами, у меня нет жизни. Даже несмотря на то, что Саддама уже нет. Что ни Саддама, ни Удея уже нет в живых. Но новое правительство Ирака начало новую главу. И они готовы поступать со мной еще жестче, чем Удей. С тех пор, как Саддама не стало, новый режим в Ираке назначил мне 4 смертных приговора. За что? Какими данными вы владеете, что они так боятся? Я могу говорить. И я знаю этих людей. Это та же группа иракской оппозиции. Я знаю их сильные и слабые стороны. Например, парень по имени Амар, который 27 лет назад возил моих детей в школу, он стал премьер-министром Ирака. Еще одна женщина, которая работала в моем доме шефом, стала третьим секретарем Ирака. Все, кто работал в моем доме, стали теперь лидерами. Или возьмем Ибрахима Аль-Джафари, который стал вторым премьером. У него лондонская прописка. И к тому же он психопат. Он раньше жил на пособие, а однажды, простите, описался, когда пособие сократили на 100 фунтов. А теперь его состояние оценивается в 6 миллиардов фунтов. 6 миллиардов фунтов. И он не какая-то большая шишка. Когда я рассказываю подобное, не знаю, смотрели ли вы мой YouTube-канал. У меня был верифицированный канал, и его закрыли. У меня было более 1 миллиона подписчиков. Верифицированный канал. И по указке его закрыли. На Фейсбуке на меня были подписаны 1,5 миллиона. Аккаунт удалили. Они ищут людей, которых можно подкупить, потому что не хотят слышать всю ту грязь о себе, которая мне известна. Поэтому сейчас я говорю обо всем в прямом эфире. На меня стали подписываться даже мои враги и писать мне, что я говорю правду. Правду слышать неприятно. Правда может ранить. А люди, которые сейчас управляют Ираком, они заставляют меня чувствовать, я сейчас заявляю это впервые, они заставляют меня чувствовать сожаление о том, что я раньше был противником Саддама Хусейна. Если сравнить Хусейна с этими ребятами, то он пророк, посланный Аллахом, Богом или кем вам угодно, по сравнению с ними. За 35 лет Саддам убил меньше людей,
чем эти за 17. Да, у Саддама были и плюсы, и минусы. Но при нем не было проблем с едой. Можно было получать еду в местных магазинах бесплатно. На это Саддам выделял по 10 миллиардов ежегодно. Сейчас же на поддержку населения тратят до 130 миллиардов. Но половина населения живет в развалинах и голодает. Это за 17 лет так называемой демократии. Нет электричества, проблемы с водой, с образованием, со здравоохранением. Абсолютно со всем. Были уничтожены несколько городов. Вместо них сейчас просто равнина. Были уничтожены почти все суннитские районы. Я не против ни одной религии. Я никогда не обсуждаю религию, потому что считаю, что религия уничтожает разум. Неважно, каким образом. Поэтому я никогда не обсуждаю религию. Я верю тому, что здесь, и тому, что я вижу, и что читаю. Только после этого я делаю собственный вывод. Не надо говорить мне, что 1400 лет назад произошло то-то и то-то. Где ваши доказательства? Рассказать можно что угодно. И все эти люди, они даже не шииты, хотя утверждают обратное. Но я им не верю. У меня множество друзей шиитов. Это прекрасные люди, образованные. В них нет этой ненависти к другим. У меня много друзей из Ирана. Есть друг из Японии. Отовсюду. И мне все равно, какой религии придерживается мой друг. Латиф, позвольте задать вопрос. Очень часто, когда мы берем у кого-то интервью, мы обычно исследуем биографию гостя. Иногда говорим с теми, кто его знает. И некоторые люди считают, что ряд ваших историй чересчур преувеличены. Что это неправда. Да, что это неправда. Что такого на самом деле не происходило, что вы всегда ждете, пока человек умрет, прежде чем рассказать о нем. Как было с Удеем. Некоторые люди обвиняют вас в этом. Что вы можете сказать людям, которые говорят, что все сказанное вами – это неправда? Об этом писали в 3 газетах. И все 3 автора являются друзьями. Первый живет в Ирландии. Он вообще не журналист. Второй также не имеет отношения к журналистике. Третий, когда написал статью в британской газете «Гардиан», там он лишь высказывает свое мнение. Если вы посмотрите на бэкграунд автора статьи, то увидите, что он приглашал меня в Ирландию, чтобы взять у меня интервью. Вместо этого я предложил ему приехать ко мне домой, хоть мне и не просто решиться и пригласить кого-то в свой дом. В общем, этому парню заплатили, чтобы он написал обо мне в таком ключе. Он не журналист, он пишет маленькую колонку в местной газете. Об открытии новых пабов, ресторанов я посвятил ему полноценную статью на своем сайте. Опять же, назовите мне хоть одного человека, начиная от Трампа и заканчивая самым незначительным человеком в мире. Плохо о нем не будут писать в одном случае. Только если у него нет врагов. Или завистников. Когда обо мне говорят: «А, Латиф, он подождал, пока Удей умрет, и только потом начал все выдумывать». Нет. Моя первая книга вышла в 93-м году в Вене. Книга объемом в 1000 страниц. В 93-м. За 10 лет до смерти Удея и Кусея. Да. Когда книга вышла, меня впервые попытались убить. Кажется, спустя пару недель. Второй раз мне под машину подложили бомбу. Все это зафиксировано австрийской разведкой. Но они не объявляли об этом.
Почему? Потому что тогда был заговор. В то время Австрия находилась под финансовым контролем Ирана и Ирака. Они контролировали разведку и все остальное в Вене. За этим стояли иракское и иранское правительство. Также в то время все иракские посольства, после второй попытки вторжения в Кувейт, все посольства закрылись. За исключением двух. В Швейцарии и в Австрии. Был объявлен международный бойкот. И все страны закрыли иракские посольства. А я хотел рассказать правду. Меня пытались убить в 94-м, пытались убить в 95-м. В марте 95-го я перебрался в Лондон, потому что в Вене в меня стреляли. Но попали не в меня, а в одного из моих ребят. Опять же, Удэй лично связывался со мной. Во время разговора с ним в 95-м я мечтал о технологии, позволяющей записывать телефонные разговоры. Он сказал мне тогда, это было 3 июля 95-го. Твой отец сейчас у меня в офисе, если не прекратишь, ты его больше никогда не увидишь. Вот, поговори с ним. Я поговорил с отцом, и он сказал мне одно. Бог дал мне жизнь, Бог ее и заберет, а не этот мудак. Отец был очень храбрым. И 4 июля, на следующий же день, спустя всего 12 часов, моего отца убили. Такую цену я заплатил. По сей день меня это гложет. Но опять же, эти люди... Так, скажу иначе. Мы правильно говорим. СМИ нельзя обмануть. У них есть связи. И у половины СМИ есть связи с разведками разных стран. Ну или с полицией, секретной службой, верно? Так как же Латифу Яхья удавалось дурачить весь мир с 92-го по 2003? Верно? Как Латиф Яхья мог взять и придумать всю эту историю? Я ведь написал первую книгу в 92-м, так? Если я все выдумал, почему я тогда знаю о каждом закоулке дворца? Я описал дворец в точности, так как я жил там. Согласны? Разве хоть кто-то может просто взять, прийти во дворец Саддама и жить там? В Багдаде запрещают даже проезжать рядом с ограждением дворца. Так откуда же мне известно обо всем, что находится внутри, включая секретные помещения? Теперь западные спецслужбы говорят мне: да, мы обнаружили несколько статей, в которых говорится о вас. Второй журналист, Эд Сизар, связался с одной продюсерской компанией, когда снимал фильм в Мальте. Кто же такой Эд Сизар? Он друг этого парня из Ирландии. Понимаете? Он все рассказал ему. В статье обо мне рассказывает лишь моя бывшая жена. Но согласитесь, если бы мы с ней были в хороших отношениях, она бы не была бывшей, верно? Но так как она бывшая жена, обязана ли она говорить обо мне только хорошее? Нет. Согласны? Поэтому она выдумала какую-то историю и рассказала ее. Но опять же, проясню, почему она стала бывшей женой. Потому что я не приемлю наркотики. Я не люблю, когда человек крадет деньги с моего банковского счета. Я не люблю, когда мне изменяют в моем же доме. В моей же кровати, когда я нахожусь в бизнес-командировке. Когда я застал их врасплох, вот что произошло. Это сделала ирландская полиция.
После того, как меня ударил ирландский полицейский, мне наложили 21 шов. Нос был сломан. С того момента, это было 11 апреля 2000 года, и по сей день, это 7 декабря 2020, я хочу привлечь того сержанта к ответственности, но не могу. Несмотря на всю власть и деньги, что у меня есть, несмотря на всех адвокатов, я не могу. Это Запад. Они будут заботиться о тебе, но когда ты перестанешь быть полезным, твою жизнь могут уничтожить. И здесь, на Западе, можно часто видеть, как люди выдумывают небылицы, когда просят о получении статуса беженца. Эти сфабрикованные рассказы – очень частая практика среди них. Да, в итоге они получают политическое убежище, но для этого им приходится продать себя. Почему кто-то, как Латиф Яхья, почти 30 лет? 30 лет! Если бы я убил 10 человек, я бы сидел в тюрьме все эти годы, верно? Но лишь 2 года назад британские власти дали мне статус политического беженца. Лишь 2 года назад. Я работал, платил налоги. Моя бывшая жена была из Ирландии. Я 18 лет прожил в Ирландии. Инвестировал в страну 22 миллиона евро. Ни одной судимости. Мои дети ирландцы. Жена ирландка. Я все купил на свои деньги, ни о чем не просил. Но нет, 3 мне отказывали. По указке министра. Почему? В итоге я выяснил, почему. Потому что в одном из своих интервью на программе Hard Talk, британская программа, там я раскритиковал ирландское правительство. Я сказал все как есть, ничего не выдумывал. Там действительно процветает коррупция, о чем я и сказал. Потому что с меня требовали взятки при любом моем проекте. Я должен был дать деньги в конверте, чтобы мне дали разрешение. Как будто я нахожусь в Ираке или Иране, а не в европейской стране. 18 лет я инвестирую, но мне отказывают. Мне пришлось покинуть Ирландию. Меня выставили из страны безо всякой причины. Все 18 лет, несмотря на инвестиции, я должен был обновлять свою визу на пребывание в стране. В 2014 я пошел обновлять визу, но получил отказ. Почему? У вас в стране не осталось никаких связей. И что мне теперь делать? Покиньте страну, или вас насильно депортируют в Ирак. Я ответил: вы знаете, что со мной произойдет, если я вернусь в Ирак. Они ответили: мы никак не можем вам помочь. Я сказал: что ж, тогда в задницу вас и вашу страну, и я уехал. И стал кочевать как цыган. Начал с Финляндии, потом Швеция, другие страны. И везде получал отказ. Как будто я был прокаженным, будто никто не хотел ко мне прикасаться. Почему? Потому что все думали, что я принесу им проблемы. Случись со мной что-нибудь, будут винить страну. Так? Я прилетел в Великобританию и попросил политическое убежище. Моя подруга из Великобритании. Ее 2 детей британцы. И мне не хотели давать убежище. 3,5 года. Несмотря на то, что у меня несколько компаний в стране. У меня не было разрешения на работу. Платить налоги, с этим проблем нет, но работать мне запрещали, вплоть до окончательного решения. Видите, как здесь все устроено? И каждый божий день мы с адвокатом звонили в МВД Великобритании, и каждый раз нам называли разные причины для отказа. Мы все это записывали. Все записывали. В конце концов, мы нашли, куда можно пожаловаться на действия МВД. И послали вместе с заявлением 3 записи разговоров.
по 15 минут каждая. Я записывал каждый полученный отказ. И только после жалобы, спустя 5 дней, мне дали политическое убежище. 5 дней, не более. Прямо на мой день рождения. 14 июня 2018 года. Ко мне пришел почтальон, принес документы и попросил расписаться. Я прочел документ «Полноценный статус политического беженца». Потому что они испугались, что я придам эти записи огласке. Итак, сейчас вы в безопасности в Великобритании. Вы можете жить там, работать и не волнуйтесь из-за того, что придется вновь переезжать. Из-за этого не волнуюсь, однако волнуюсь из-за другого. Видите ли, в свое время Саддам Хусейн, мы знаем, как работали его спецслужбы. Так? И после 2003-го, когда в Ирак стали прибывать муллы-проповедники, у них уже были свои базы в Великобритании. У них здесь очень старая база, еще с 70-х. И вы не представляете, какой объем средств. Миллиарды фунтов и долларов стали поступать в Великобританию из Ирака. И это снова представляет для меня угрозу. Буквально на прошлой неделе ко мне пришли представители спецслужб и полиция и сообщили, ваша жизнь под угрозой. На каждое окно в моем доме поставили сигнализацию. Мне и моей подруге дали черное устройство с кнопкой. Я спросил, что это. Мне ответили, чтобы мы постоянно носили эти штуки с собой. И если что-то случится, нажать на кнопку. Они знали, что сейчас моя жизнь в большей опасности, чем при Саддаме. При Саддаме я играл в игру, я мог ездить по миру, перемещаться, но не сейчас. Особенно в моем возрасте. Когда я был в Ирландии, в меня стреляли. В меня стреляли шиитские боевики. За мою голову назначили награду в 5 миллионов. Вот почему я теперь частично парализован. Почему закон бездействует? В чем же логика? Ведь Латиф Яхья, как некоторые утверждают, все выдумал. Сейчас, когда людям доступны сотни тысяч мнений различных людей и компаний, но когда вбиваешь в поиске Гугла Латиф Яхья, то почему в верхних строчках постоянно выдаются все те же бездарные статьи из сотен тысяч результатов поиска? Почему в поиске всегда эти 3 статьи? Вы же знаете, Google может влиять на результаты поиска. Ведь сейчас мы очень быстро обрабатываем информацию. Вбейте в Гугле «Газета Сан». Первые 2 строчки будут безобидными. И ты думаешь, о, здорово, мне нравится. Я выбираю 2 идеальных результата. И мне все равно, что выдало ниже. Вбиваю Латиф, и первая же статья про то, что я фальшивка. О, сфабриковано, он лжец. И вот у человека уже мгновенно складывается картина. Люди стали ленивы. Я не говорю, что каждый должен быть детективом. Но для поиска ответа нужно потрудиться. Никто не даст вам сразу правильный ответ. Я постоянно говорю этим людям. Итак, после вторжения в Ирак у вас есть все данные иракской разведки. Если вы найдете в них хоть что-то против меня, а ситуация с ЦРУ заключается в том, что когда они вытащили меня из этого в 91 году, они проверили меня. Меня дважды проверяли на детекторе лжи. Дважды. Не 1 раз, а 2. Именно поэтому они мне помогли. Почему они не помогли? Вы знаете, тогда на турецкой границе шла курдская война. Почему же они не вытащили 200 тысяч других людей? Почему только Латифа Яхью? Потому что они знали, что я говорю правду. Они видели все эти следы на моем теле, следы пыток. Они видели фотографии, мое удостоверение личности. Они обещали отдать мне его назад.
Но после того, как они вызволили меня, я больше не видел свое старое удостоверение личности. Вот почему я редко общаюсь со СМИ. Хотя я испытываю ко многим СМИ уважение. Некоторые действительно делают хорошую работу, но именно поэтому я отказываюсь. Какой в этом смысл? Так я лишь создам себе больше врагов, потому что я рассказываю, как все обстоит на самом деле. Я варюсь в этом уже больше 30 лет и знаю, как работают СМИ. Хорошо. Кто лучше? Я или британская BBC? Конечно же BBC, да? Пару дней назад показывали программу, посвященную принцессе Диане. Спустя 25 лет британский канал Channel 4 показал неопубликованные съемки принцессы Дианы, которые доказывают, что BBC показывали о ней ложь и сфабрикованные данные, вплоть до ее смерти. И теперь BBC находится в катастрофической ситуации. И это BBC, главный канал страны. Конечно. Они сфабриковали сюжет против кого? Дианы. Самой принцессы, не какого-то Латифа Яхья. В итоге она убита, и теперь вся грязь всплывет на поверхность. Ложь долго не живет, правда? Если бы у них было что-то на меня, то это уже давно было бы в СМИ. Я не хочу, чтобы обо мне знали со слов неких людей. Нет, опубликуйте документ. Все люди, которые обо мне говорили, были теми самыми дружками Удея, о которых я говорил в начале интервью. Понимаете, о чем я? Я точно знаю, кого вы имеете в виду. Да, я знаю, о ком вы говорите. Кстати, позвольте задать пару вопросов. У Саддама тоже был двойник? Или нет? Ведь ходят слухи, что у него было много двойников. Я видел одного. Только одного. И я смеялся над книгой того парня, который якобы допрашивал Саддама. Из ЦРУ вроде бы. Там он пишет, что Саддам отрицал наличие двойников. Никто не признается, что у тебя были двойники. Ведь если признаешь это, то это значит, что ты трус. Да. А Саддам не хотел, чтобы его считали трусом. Понял. Верно? Дети Саддама, когда их убили, вроде бы 22 июня 2003 года, как они погибли? Я знаю, что на них было совершено покушение, но версии очень сильно разнятся. Один человек сообщил американцам, что Удея и Кусея находятся у него дома. Я слышал это от сестер Удея и Кусея. Думаю, более достоверной информации, чем из этого источника, нам не найти. Удей и Кусей заплатили этому человеку $3 миллиона за то, что они неделю пробудут у него дома, прежде чем они переберутся в другое место, потому что их выгнали из Сирии, и им некуда было податься, лишь к этому парню. Они знали его, он был каким-то знакомым Саддама. Но тот пошел к американцам и сообщил им, что братья в его доме. $3 миллиона. Да. И еще по 25 за каждого брата. Ого, значит, он заработал 53 миллиона. Да, 53. И сейчас он счастлив и живет в Монако. Ого. Вот как он заработал свои 53 миллиона. Что ж, Латиф, было очень интересно. Я благодарю вас за то, что согласились дать интервью и ответили на все наши вопросы. Показали все со своей точки зрения. Помню, когда я впервые посмотрел фильм о вас, актер, который играл вас и Удея, Доминик, да, он сыграл просто великолепно. Этот фильм... Актерская игра там просто непревзойденная. Скажу честно, огромный респект его создателям. Представляю, как нелегко было сыграть сразу две роли, но актер справился на 100%. Показав историю о вас и Иудее. Насчет фильма... Там не все правда, как вы знаете, конечно. Они нарушили контракт, который заключили со мной. Я подал на них в суд и выиграл дело.
И надеюсь, что вскоре выйдет ремейк и покажет истинную историю. И что режиссер не будет на этот раз менять сценарий. Голливуду всегда нужно добавить что-то свое. Но не таким же образом. Потому что я говорил им, если вы будете что-то менять в сценарии, покажите его мне, чтобы я одобрил его и подписал. Вот почему я подал на них в суд и получил обратно свои права на экранизацию. Очень интересно. Вы можете рассказать много интересного. Как я говорил в самом начале, у вас была очень интересная жизнь, а вы ответили не интересная, а трудная. Поздравляю вас с получением политического убежища в Великобритании. Желаю вам и вашей семье удачи. И надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо большое, Патрик. Было очень приятно познакомиться и пообщаться. Спасибо, спасибо.